Только лучший таксопарк, только Такси Хайп. Ждем именно тебя. WhatsApp и Telegram в описании. Приходи, подключим тебя за 3 секунды. Выводить будешь бабки, когда захочешь, ежедневно, ежечасно, ежеминутно. И у нас очень крутая служба поддержки. Жду, пиши. Дождь и подачи в 4 минуты с коэффициентом 1,7. Это то, что я люблю. I'm loving it. Нервные какие-то все водители пошли. Как говорит один мой знакомый, дождь, снег и ветер вдруг резко становятся проблемой для водителей. Все забывают, как надо ездить, и все начинают жестко просто тупить. Боятся капель, ветра, солнца, кстати, тоже боятся. А мы, таксисты, любим дождь и не боимся. Потому что что? Потому что дождь окрашивает нашу программу в баклажановый цвет. Или как его назвать, даже не знаю. Алло. Алло, это Евгений? Да, здравствуйте. Да, здравствуйте, меня зовут Екатерина. Вы меня вот неделю назад примерно где-то подвозили. Вот, знаете, такое дело, я, кажется, у вас в машине потеряла флешку. Я просто обратилась в Яндекс.Такси, вот, и мне как бы дали ваш номер, я вспомнила, что вы меня подвозили. Возможно, она потерялась у вас в машине. Ну и что, мне нужно посмотреть просто, да, или что, где? Нет, может быть, у вас есть возможность подъехать ко мне, я бы вам адрес скинула, и я бы посмотрела в машине у вас, может, она где-то завалилась там на заднем сиденье или под ковриком. Так а чего, ну, я не знаю, что я, не думаете, не найду ее? Не, ну если вы хотите убедиться, конечно, что я себе не забрал, там я могу подъехать. Единственное, что я вас сразу предупреждаю, что это не бесплатно. Ну, без обид, да, потому что вина ваша, что... Да, вина ваша, что вы забыли, да, флешку, соответственно, не моя. Поэтому все разъезды по городу в этом плане, да, и вот они стоят денег. Да, конечно, я понимаю, без проблем, я вам заплачу, сколько скажете, просто... Флешку, там очень важная информация, и это вот, мне кажется, последний вариант, вы моя последняя надежда. Не, ну давайте я еще сам посмотрю, конечно, если у меня будет минутка. Ну, давайте сделаем так, вы мне скиньте адрес ваш, да, вот, а я вам в обратку скину, сколько это будет по деньгам стоить, чтобы потом сюрпризом не было, хорошо? Ну, то есть вы мне скинете адрес, куда нужно будет подъехать, а я вам скину Блин. Звонок сорвался, я не договорил. Я вам скину, вы мне скинете адрес смс-кой, а я вам скину в обратку, сколько это будет денег стоить, чтобы вы потом, ну, не удивлялись. Ну, понимаете, да? Да, так что вы мне адрес скидываете, и я, ну, будет у меня там, буду в вашем районе, заеду, хорошо? Да, конечно, без проблем. Все, давайте. Да, хорошо. Флешку она забыла. А голову ты дома не забыла, как говорили наши учителя? Не, ну а чё? За проезд, за лишний проезд заработать пятихатку. В общем-то, я думаю, что я теперь так все время. Все эти подъезды, разъезды, это все стоит денег. Хотите посмотреть, что у меня в машине осталось? Это стоит бабла. Хотя я думаю, что ни хера здесь не осталось. Но я, блин, пускай сама ищет под ковриками, залезает куда хочет. Денег платит и все, что хочет, то и делает. Алло. Екатерина, это Евгений,
Такси Яндекс, да. Я не получил от вас обратную связь, но там написал, что 500 рублей, да, будет стоить, помните? Ну, вы прочитали, я надеюсь. Да, я подъехал, спускайтесь к вашему дому. Ага, хорошо, минуточку. Да, спасибо. О, ё-моё. Да быть не может. Здрасте, я вас узнал. Здрасте. Я вас узнал. Как Здрасте. у вас дела? У меня? Да. Ну, были неплохо. Были неплохо, я надеюсь, и сейчас будет хорошо. А вы какими судьбами? Ну, какими судьбами-то я понимаю здесь, да. Ну, ладно, что. Ищите, чего вы флешку надо, где вы там. А чего, так сразу прям искать начинать? Ну, а что вы хотите, чтобы я что сделал? У меня вопрос. Ну, я не знаю, может, пообщаемся? Пообщаемся, а мы в прошлый раз разве не пообщались с вами? Может, мы все выяснили. Ваш интерес к загородной недвижимости и отсутствие интереса к людям, которые работают в такси. Да нет, ну почему же вы мне очень понравились? Очень понравился. Ну да, вы мне просто отказали в чашечке кофе. Да? Да, я нашла ваш номер и решила позвонить. Понятно. Я- Флешки, я так понимаю, не будет, да? Ну, Флешки, я думаю, мы не найдем здесь, я так понимаю. я ее дома нашла, оказывается. А, дома Она нашли? Да, была. Я поздравляю вас. Спасибо. Ну, как работа? Работа. Екатерина, что вам надо? Ну, просто пообщаться с вами. Екатерина, я вот честно скажу вам. Вот хотите, буду откровенен. Вы, Давайте. вот смотрите, вы очень красивая девушка. Вот честно могу сказать. Но вас испортило отношение к людям моей профессии. Вот в прошлый раз. Вот я скажу, как есть, потому что, ну, тут уже, так скажем, без иллюзий. Я просто немножко простыл, простите. Тут, скажем, без иллюзий. Вы очень плохо, скверно отозвались о людях, которые работают в такси. Вам кажется, что в такси работают те, кто уже больше ни на что не способен. Это первое. Потом ваш интерес резко проявился, когда вы узнали, что у меня есть дополнительный заработок в виде недвижимости. Вы сразу, так скажем, воодушевились. Мне это не по сердцу, скажем так. Понимаете? Понимаете, какая история? Вы... Люди, которые к большинству профессий отношения никакого не имеют, воспринимают ее с подачи, может быть, заработка или отношения остального общества к этим профессиям, да, типа дворник, фу, там, ты чмо, там, таксист, ты там, фу, дебил, там, и так далее, ни на что больше не способен. Но, поверьте мне, если бы вы хотя бы один день, вот честно могу сказать, один день вы, но я понимаю, что это просто это невозможно сделать. Но если бы вы один день хотя бы сели бы сами за руль и поработали в такси, или в Макдональдсе, например, да, вы бы свое отношение к людям, которые там, ну, работают в этих местах, поменяли бы, понимаете? Вот я вам честно могу сказать. Но я, глядя на вас, я понимаю, что это it's impossible, как говорят американцы, понимаете? Ну, вы не... Ну, в Макдональдс вас не возьмут, потому что вы красивая, а там не берут красивых людей. А в такси вы не сможете, потому что вы не сможете. Ну, почему вы так думаете? Ну, вы не способны на работу в такси, понимаете? Вы Я женщины? думаю, что нет, вы конкретно. Женщины работают в такси, но вы конкретно. Я понимаю, что вы сядете за руль вот так вот, посидите 2 минуты просто и выйдете из машины, и все. Да? Нет, это не так. Да, или до первого столба, например, потому что вы не сможете одновременно нажимать на кнопки программы, там, принимать заказ и рулить авто. Да до хрена моментов, вы даже вы не так сможете... уверены в этом? Да я готов поспорить даже на это. У вас права есть? У меня есть права, я водила машину. Получение прав, если можно, как-то вот подешевле и без экзамена. А, да? Да. Прекрасно. А машина-то есть? Своей нет. Своей нет, да. Ну, Ну, давайте поспорим, я тоже готова поспорить. Катерин, ну вы сейчас, мне кажется, просто пытаетесь прыгнуть выше собственной головы, просто чтобы не проиграть вот в данной ситуации, да? Но я уверен, что
Чего я готов поспорить, что вы не сможете. Я тоже готова. Вот, Катерина, давайте, вы упираетесь. Хрен с ним. Вот, нет, серьезно, я готов просто вас, так скажем, в прошлый раз вы показали мне мое место, а я в этот раз хочу показать вам ваше место. Когда вам кажется, что все проще, чем рассказывают. Не вопрос, у вас есть права, у меня есть машина. Садитесь за руль. Ну, не сегодня. Давайте выберем время, я вас пишу в страховку, садитесь за руль, подключу вас в собственный парк, у меня есть таксопарк, в собственный парк такси подключу, вы сядете и поработаете хотя бы несколько часов. Такая красавица сидит, прям вообще неписывая. Так, давайте не будете меня трогать, ладно? Просто заканчивайте. Заканчивайте. Меняем маршрут, поедем туда. Сейчас я вам поменяю маршрут. Хотя бы сраную 1000 рублей попробуйте заработать, и мы с вами вернемся к вопросу о вашем желании со мной общаться. Вот просто, чтобы мы были хотя бы с вами на одном уровне. Хотя бы, вот, да, мы вас спустить чуть-чуть до моего нищебродского уровня. Хорошо? До моего уровня таксиста. Ну, я так не говорила в прошлый раз. А вы знаете, может, вы так конкретно этими словами и не говорили, но подразумевали вы именно это. И я вам больше скажу, что я готов поспорить, что вы и одного заказа, возможно, не сделаете. Ну, нет, может, один заказ вам и подфартит какая-нибудь бабушка до поликлиники, которая сядет спокойно, да, и проедет. Но поверьте мне, нет, не будем жесткое выбирать не будем. Типа пятница вечер в центр города, да, куда-нибудь к Думской подъехать. Нет, такого не будет. Просто вот. Я не смогу доехать. Катерина, я приеду сюда, посажу вас вот сюда за руль, да, пойду пить кофе, дам вам 3 часа времени, заработайте за 3 часа 1000 рублей. Просто привезите, вот, там есть программка, я вам объясню, там есть программка. Вот в программке должно быть написано 1000 рублей. Заработаете, будем пить кофе. Вот зуб даю, но я готов поспорить с вами, что вы этого сделать не сможете. Я согласна. Давайте. Готовы? Вы точно? Вы уверены вообще, на что вы идете, да? Конечно. Точно уверены? Да. Катерина. Я просто хочу с вами выпить кофе и пообщаться. Вы не знаете, вы, точнее, сейчас запросили, точнее, я запросил слишком высокую цену за это. Я серьезно говорю, вы даже не понимаете, вы вообще реально даже не понимаете. Я думаю, что вы... А что тут думать? Надо просто, чтобы вы попробовали, а потом, соответственно... Поговорим. Поговорим, да, на эту тему. Потому что я... Ой, Катерина, не знаю. Вы уверены, может быть, все-таки вы выберете себе для желания попить кофе какого-нибудь другого человека? Я сложноват для вас, мне кажется. Ну, правда. Я, видите, с чего начинаю даже? Я начинаю с того, что... Я люблю трудности. А вы любите трудности? Да. А трудности вас любят? Трудности вас любят? Ну, вы же готовы мне Я поверить? готов. Катерина. Ну вы машину хоть нормально водите? Тормози, мать твою! Дура! Тормози! Не угробите мне тачку? Да все в порядке. Все Точно? хорошо. Да, просто у меня своей нет. А так я машину водила. Ну, своей нет. Знаете, я думаю, что если втянетесь, сможете в такси заработать на свою. Но я не чувствую уверенности сейчас в вашем... Время покажет. Время покажет, да. Ну, вы хотя бы 1000 рублей заработаете. Я говорю, вот 1000 рублей хотя бы заработайте для начала. Я просто даже предвкушаю, если вдруг случится чудо какое-то невероятное, просто невероятное чудо, и кто-то сядет к вам и в поездке за 100 рублей оставит вам чаевые 900, и это будет 1000 за одну поездку, я даже тогда уверен, что когда вы выйдете, вы скажете: чувак, я все поняла. Я беру все свои слова. Вот вы зря сейчас Одно дело, когда вы сидите здесь, а другое дело, когда вы сидите здесь. С вас абсолютно другой спрос. Понимаете? Абсолютно другой. Вы не надо вздыхать сейчас. Люди сядут такие, что вы... Вы просто своих пассажиров берете общением, правильно? Харизмой какой-то. Не знаю. Я не могу сказать. А вы думаете, что же можете? Хорошо, конечно. Понимаете, на 100 пассажиров тот, кому важна моя харизма, один. И то, дай бог, так получится. Всем остальным на мою харизму, понимаете? Они будут плевать мне в затылок за то, что открыто окошко, закрыто окошко, хорошая температура, плохая температура, нужная музыка, ненужная музыка, курить даю, не даю, пить даю, не даю, сдачу даю, не даю.
помогаю чемодан относить, не помогаю чемодан относить, понимаете? Вас ничем с мной не напугаешь, блин. Ну, посмотрим. Время покажет, как говорится. Вы меня очаровали просто. Да? Да. Катерина, вам придется очаровать всю систему работы такси, чтобы справиться с тем заданием, которое я вам Я постараюсь. даю. Но к вам отношение это никак не изменит. Я буду пить кофе, Катерина. Я буду пить кофе где-нибудь в каком-нибудь сарайчике вот здесь недалеко. Закатаю глаза и буду представлять, что я на Мальдивском берегу пью дайкири. Вы пробовали дайкири? Это коктейль такой. Да. Мне он нравится меньше, чем апероль. Но мне нравится название дайкири. Поэтому я, если куда-то прихожу, то первое, что я заказываю на аперитив, это дайкири. Мне нравится слово дайкири, но мне не нравится состав. Апероль нравится больше. Ладно, Екатерина, я буду продолжать работать, да? Хрен с ним, не возьму я с вас 500 рублей. Вы зря вы улыбаетесь. Я и наступаю на горло собственным принципом. Но я хочу вас, вот реально, если я смогу хотя бы одного человека, скажем так, перевоспитать хоть чуть-чуть, вот таким способом, который я сейчас у нас родился, я уже сделаю немало дел. Потому что в следующий раз, когда вы сядете в такси к кому-нибудь другому, вы уже будете абсолютно по-другому себя вести. Всего хорошего. Я наберу вас. Так, хорошо. я наберу вас. Я сейчас подумаю, когда это самое по времени. Наберу вас и договоримся, хорошо? Да. Все, до свидания. Буду ждать звонка. Да, пока. До свидания. Вы можете сказать, мои дорогие зрители, что я долбоеб конченый, и нахрена я это делаю. Но у меня есть... Что у меня есть? У меня есть возможности, у меня есть время, и у меня есть, сука, стойкое желание объяснить этой курице, что вот таким вот способом, что она, конечно, не способна много на что, особенно на работу в такси. И давайте сделаем следующим образом. Вы накидайте, пожалуйста, реакций, да, комментариев обязательно, лайки. И я по ним пойму вообще, давать. Это я сейчас ей, конечно, напел, но я должен понимать вообще, чем я рискую. Интересно это будет посмотреть вам, как она поработает в такси или нет. Накидайте-ка мне свои интересы, потому что, ну... Мне кажется, что хрен она перевоспитается. Мне кажется. Но бывает всякое. Я помню фильм... Блин, как же у меня фильм-то на уме приходит? «За бортом». Помните, где она потеряла память, миллионерша там какая-то, и ее забрал плотник к себе. Типа сказал, что ты моя жена. И она в результате перевоспиталась. Возможно, это будет тот же случай, но я не уверен. Напишите мне. Потому что, блядь, я рискую тачкой, которая стоит до хера бабок, между прочим. Как минимум. Так что... Напишите. Может быть, жалко, сейчас не жарко. Может быть, если бы она работала топлес, ей накидали бы больше бабла, и она быстрее бы выиграла спор. Напишите.